Институт физико-математического и информационно-экономического образования Новосибирского государственного педагогического университета представляет. Что же такое дифференциал? Здравствуйте! Сегодня мы хотели бы проверить, насколько эрудированы студенты НГПУ. У нас всего один вопрос. Что такое дифференциал? Что об этом скажут студенты? Я как бы понимаю, что это там. Я знаю, как это знаю, как это находится. Я на практике могу это сделать, а в теории мне очень тяжело сформулировать. Что такое дифференциал? Это превращение функции. Скажите, пожалуйста, что такое дифференциал? Дифференциал — это сложно. Ладно, спасибо. Нет. Дифференциал, как я его понимаю, это превращение функции, самой функции, которая зависит от того, как прирастает его независимая переменная. Дифференциал – это зависимость очень малого превращения функции в зависимости от превращения аргумента. Вот если рассматривать этот пример в более реальных условиях, то из физики можно взять пример скорости. Ведь что такое скорость? По факту это есть ds по dt при ds, стремящемся к нулю, и dt, стремящемся к нулю. Кстати, это есть определение мгновенной скорости. Это бесконечно малое превращение аргумента в превращение функции. Этот же вопрос мы задали директору ИФМИО Юрию Васильевичу Сосновскому. Насколько я помню, из того времени, когда учился, дифференциал — это линейная часть превращения функции. То есть это не значок, а вот именно линейная часть превращения функции. Где используется? Мы же знаем, что линейная часть, она конечно, это не все превращение, но тем не менее какие-то такие существенные черты там отражены. Поэтому, дифференциал часто используется для исследования функций там вблизи каких-то точек. Вообще, функции не только одной переменной, а нескольких там берется линейная часть, и тогда, тоже она несет определенную характеристику о самой функции. Так что это такой, очень даже часто используемый прием, когда вместо сложной функции берется ее какое-то приближение линейное, и оно позволяет охарактеризовать эту функцию. Все. Юрий Васильевич сказал очень важную вещь, что дифференциал – это линейная часть превращения функции. Что такое дифференциал? Значит, если подходить формально, то дифференциал — это главная линейная часть превращения функций. Под функцией можно понимать все, что угодно, в очень широком смысле. Главное означает, что все остальное, не главное, значительно меньше. То есть главное просто означает хорошее приближение. А линейное означает то, что легко исследовать. Линейную функцию исследовать гораздо проще, чем большинство остальных. Вот такая в общем, нехитрая идея, то есть попросту-напросто хорошее приближение, которое удобно исследовать. Почти методы приближенных вычислений. Но оказывается, что вот эта вот нехитрая идея дает очень мощный способ исследовать уже исходные функции, и таким образом лежит в основе чуть ли не половины современной математики. То есть если мы посмотрим в современной науке все, что связано со словом линейное, линейные уравнения, неравенства, алгебраические, дифференциальные, интегральные, они все в первооснове своей так или иначе имеют вот это самое приближение, хорошее линейное приближение нелинейных каких-то функций. Естественно, на основе дифференциала основывается дифференциальное исчисление, в значительной степени интегральное исчисление, там тоже выделяется главная линейная часть. Естественно, теория дифференциальных уравнений, а это значит, считай, вся практически современная физика и значительная часть современной химии и много-много чего еще. Несколько неожиданно, на той же самой идее хорошего линейного приближения основывается и теория экстремальных задач, то есть
то, что называется сейчас методы оптимизации, которые Бог знает только где не применяются. То есть, в общем, куда ни кинь, везде есть. Вот такая хорошая иллюстрация того, что несложная, но очень разумная идея, оказывается, имеет множество самых неожиданных и очень фундаментальных последствий. Теперь настала наша очередь объяснять, что такое дифференциал. Данный термин произошел от латинского слова «дифференция», что значит разность или различие. Невольно возникает вопрос, разность между чем и чем? Ответ прост. Разность между значениями функций, тем, что было, и тем, что стало. Но всю ли эту разность мы воспринимаем как дифференциал, или только какую-то ее часть? Давайте рассмотрим на примере рисунка. Пусть нам дана некоторая функция y равная f от x, и пусть она дифференцируема в точке x нулевое, которая принадлежит области определения этой функции. Поясним. Функция f от x называется дифференцируемой в точке x нулевое, если ее полное превращение в этой точке можно представить в виде, записанном ниже на слайде. При этом дифференциалом функции f от x называется главная линейная часть ее полного превращения дельта y. Формула дифференциала записана ниже на слайде. Проведем касательную в точке x нулевое к нашей функции. Касательная образует некоторый угол φ с положительным направлением оси ОХ. Память этого угла будет не что иное, как производная функции y равная f от x в точке x нулевое. Посмотрев на формулу, несложно понять, что мы нашли первую часть дифференциала, то есть производную в точке x нулевое. Еще раз обратим внимание, что первая часть дифференциала – это производная функции f от x в точке x нулевое. Давайте посмотрим, откуда она берется. То есть производная функции f от x в точке x нулевое равна тангенсу угла, полученного ранее на слайдах. Теперь рассмотрим оставшуюся часть дифференциала, дельта x. Отступим некоторые расстояния в правую сторону от точки x нулевой. Обозначим точку как x нулевое плюс дельта x. Заметим, что при изменении аргумента изменяется значение функции. Теперь оно будет соответствовать f от x нулевое плюс дельта x, где дельта x это то, насколько изменился наш аргумент. Теперь обратим внимание на вторую часть дельта x. Это то, насколько изменился наш аргумент. Еще раз выделим его на отдельном слайде, чтобы всем было видно. Многие считают, что разница между f от x нулевое плюс дельта x и f от x нулевое это и есть наш дифференциал. Но на самом деле это полное превращение функции. Таким образом, дифференциал это не все превращение функции, а только его линейная часть, то есть этот отрезок. Из геометрии мы знаем, что если нам дан прямоугольный треугольник и известен какой-то угол альфа в нем, то противолежащий этому углу катет можно найти, умножив тангенс угла альфа на прилежащий к нему катет. Также мы вычислим наш дифференциал dy. Полное превращение отличается от дифференциала на альфа дельта x на дельта x. Малый довесок, который бесконечно мал при малом изменении значения x. То есть дифференциал это не пугающая, непонятная вещь. Главное во всем разобраться. Из людей, которых мы опросили, 40% не дали точного ответа, 40% дали приблизительный ответ и 20% дали точный ответ. Над проектом работали
доцент кафедры математического анализа ИФМИО НГПУ Татьяна Ивановна Семенко. Суровова Софья, студентка ИФМИО НГПУ. Шмелева Ольга, студентка ИФМИО НГПУ. Юденкова Светлана, студентка ИФМИО НГПУ. Новосибирский государственный педагогический университет, 2016 год.